Легенды Эмириара. Легенда третья. Искатели морей. Пошел Кайран по дороге, которая привела его к пристани, и увидел он огромный корабль. «Приветствую», — сказал капитан, — «я ждал тебя». Отправились 6 хранителей в неведомый путь, доверившись морю бескрайнему. Плещутся волны беспокойные, дует ветер неугомонный, трепещут паруса, да мачты скрипят. Видят вдалеке остров. Забилось сердце Кайрана, и понял он, что привело их море куда следовало. Жили на острове братья-отшельники и поговаривали, что хранят они не только знания мудрые, но и сокровища ценные. Отправились хранители к берегу. Едва острых камней коснулись, как потемнело небо, грянула буря, и земля вздрогнула. Делать нечего, заторопились братьям на выручку. Все сильнее и сильнее сотрясался остров, и вдруг появился провал прямо у ног бегущих. Не перепрыгнуть его, не обойти. Вышел вперед хранитель по имени Вейалон и опустил ладони на дорогу. Задрожало все вокруг сильнее прежнего, но скоро успокоилась земля. Напевал он ей колыбельную нежным голосом, и сложился по его велению каменный мост. Зарычала гора недовольно, полилась по склонам лава неукротимая. Все ближе становились огненные реки. Тогда вышел вперед хранитель по имени Саннай и поднял ладони. Охватило лес вокруг него пламя буйное, но заговорил его страж древними заклятиями. Расступился пожар, разошлись реки огненные и пропустили вперед 6 странников. Сгустились туман и пепел на небе, стали облака тяжелыми и скрыли свет полнолуния. Стоят странники, и не видно им дороги. Тогда вышел вперед хранитель по имени Весен, вытянул руки, и появился над его ладонями свет, да такой ослепительный, что глаза открыть невозможно. Запел тогда страж ласково, и успокоилась яркая искра, поднялась над путниками и осветила дорогу. Пригляделся Кайран и видит домик старый, обветшалый, покосившийся, камнями да деревьями заваленный. Захотел братьям скорее помочь, заторопился. Только тут был, уже там оказался. Прислушался, зовет кто-то, еле слышно. Затрепетало сердце, и секунды не прошло, он дымкой белой растаял и перед братьями появился. Лежат они балками, камнями завалены, выбраться не могут. Слышит, засвистело в щелях, и понял, что пришел на выручку Элиох, укротитель ветров. Налетел смерч неистовый, камни поднял, да щепки разбросал. Дует все сильнее, уняться не может. Заговорил с ним молодой принц, как со своими друзьями, ветрами родными, что дома остались на скалах. И подчинилась буря, успокоилась, умчалась в далекое море. Глядят хранители на спасенных братьев и глазам поверить не могут. Виделись они раньше в лабиринте запутанном, у двери в межмирье темное. Протянули братья ладони, и над ними ларец возник. «Примите и сохраните осколки сердца богини своей возлюбленной», — сказали они, и снова растаяли. Приняли хранители дар и в обратный путь к берегу заторопились. Едва к острым камням приблизились, унялась гора огненная, утих ветер, штилем стал, и новая напасть появилась. Пришла волна огромная, неудержимая, невиданная, и застыла над ними. Вышел вперед капитан Шемир, опустил ладони в воду бурную и запел пронзительно. С новой силой было кинулась на них волна, но отступила, подчинилась голосу нежному. Едва на корабле хранители оказались, почувствовал Кайран, сердце его зовет, и следовать за ним решил. «Ждите моего возвращения», — сказал он друзьям, и белой дымкой растаял.
Повело его сердце коридорами темными в неизведанные. Открыл он дверь и видит море буйное и бурю страшную. Смело шагнул он вперед, отбросив сомнения. Оказался Кайран на корабле похожем, но совсем другом. Нашлись потерянные хранители. Увидели они принца и обрадовались. Спрашивают: «Отправишься ли ты с нами в путешествие далекое, неизведанное?» «Отправлюсь», — ответил Кайран, — «затем и прибыл в ваш мир удивительный». Помчался корабль на всех парусах, морем и ветром ведомый к судьбе своей. Видят остров одинокий, скалистый, а на вершине его замок неприступный. Хлещут его волны высокие, громыхают молнии яркие. Хотели друзья подняться, до ступени обрушились. Говорит капитан: «Живут здесь мудрецы, братья, помочь им нужно. Не раз они нас выручали. Гудит море широкое, несутся волны неугомонные, не дают кораблю к острову приблизиться». Вышел вперед Чегаур и говорит друзьям: «Каждый удар молнии я сердцем чувствую». Протянул руки к небу и запел чарующе. Сильнее прежнего небо засветилось, загрохотало, но к голосу дивному прислушалась и успокоилась. Слетелись молнии к его ладоням, как котята мурлыкают, ластятся. Сказал он соратникам: «Идите смело вперед, гроза больше нам не помеха». Улыбнулся ослепительно Унваэн, принц Туманных гор, подошел к центру палубы и ладонями к ней прикоснулся. Говорит: «Не можем к острову подплыть, значит, к нему взлетим». Оторвал он руки от старинного дерева, и поднялся корабль. Да так высоко, что ни моря, ни острова не видать. Но справился он со своими силами, вернул судно морское из серого облака и мягко опустил на камни острые, волнами омытые. Видят друзья, из замка братья идут, у края стали спуститься не могут. Вышел вперед Немей, взмахнул ладонями, и замерзла вода на камнях, и ползет лед холодный, бесчувственный, все выше и выше. Тогда запел хранитель да таким высоким голосом, что треснул лед и в ступени крепкие сложился. Протянулись они от края, где братья стояли, до самой палубы. Стали они спускаться, но налетел ветер неистовый, сносит со ступеней скользких, грозится в море бурное скинуть. Цепляются они, но соскальзывают, все руки исцарапали, изранили, а ветер никак не унимается, словно его подгоняет кто-то невидимый. Дунул он сильнее прежнего, и слетели братья с пути спасительного. Спохватился Таядар, сжал ладони молитвенно и проговорил: «Друг дорогой, песок временной, останови свой бег бесконечный, позволь жизни драгоценные спасти». Тут и замерло все по его велению. Застыло время стремительное, оказались братья меж небом и морем. Тогда прыгнул смелый капитан Канар, да только не упал в воду, а в небеса поднялся. Скрыли его тучи непроглядные. Быстро он со своей силой справился, скользнул вниз из облаков, как птица бесстрашная, подхватил братьев под руки и бережно опустил их на палубу. Да только оба без чувств лежат. Повернул Таядар часы свои песочные и вернул времени привычный ход. Подошел к спасенным Диванан, поднес руки ласковые и тихо запел. Засияли его ладони светом невиданным, излечились раны и царапины. Тут и пришли в себя братья-отшельники. Поднял Унваэн корабль с острых скал и в воды морские вернул. Тут утихла буря неистовая, унялись грозы, ветер проказник стих, а вода успокоилась. Глядит Кайран, снова братья знакомые перед ним.
Подняли руки отшельники мудрые, и соткался из света над их ладонями ларец невиданный, полон сокровищ удивительных. Говорят братья-хранителям: примите осколки сердца богини прекрасной, благодарим за вашу отвагу и доброту. Будь смел, принц морей, на пути сложном, остальные братья тебе еще встретятся и помогут в трудный час. Сказали так и растаяли, словно их и вовсе не было. Отправился дальше корабль судьбу свою искать. Вот однажды снится Кайрану сон. Бредет он по коридорам длинным, кругом двери бесконечные. Одни заперты, не открываются, другие ведут в коридоры соседние, третьи в комнаты странные. Бродит принц и понять не может, где оказался, чего ищет. Слышит он голос прекрасный, откликнулось трепетное сердце, звала его любимая. «Помоги мне, хранитель избранный, страж сердца моего израненного», сказала Инарине ласково. «Время приближается, когда станут планеты в ряд и объединятся миры разделенные. Нужно отыскать дверь к острову братом созданному и цветок посадить на нем, чтобы навеки вечные единство миров сохранить. Станет цветок сильным деревом, раскроются бутоны нежные, возродится душа моя, и сможем мы, наконец, вместе быть. Нужен тебе ключ особенный, созданный во времена далекие страшным вороном, разрушителем. Не все двери, но многие может он открыть во вселенной. С ним для тебя препятствий не будет. Хранится он во дворце темном на краю миров. Иди по коридорам, не сворачивая, и слушай свое сердце. Приведет тебя дорога, куда следует. Только будь осторожен и не разбуди хозяина жестокого. Долго шел принц по тропе указанной, привела она его во дворец невиданный. Глядит, всюду вороны спят, в его сторону не глядит никто. Идет Кайран тихо, озирается опасливо, видит зал просторный, а в центре трон старинный. Сидит на троне ворон огромный, черный, точно каменный. Спрятался принц за одной из колонн, ключ разглядеть пытается или знак найти, где искать его следует. Тут шагнул из-за трона ворон иной совсем, ослепительный в белизне перьев, зовет хранителя крылом и глазами яркими сверкает. Обернулся он пятым братом, как и было предсказано, и указал Кайрану, где ключ заветный спрятан. Велел и остальные ключи взять, сказал, что пригодятся. Поблагодарил принц помощника таинственного, поклонился признательно и в путь обратный отправился к друзьям на корабль, что среди морей плывет. Глядит Кайран и глазам поверить не может. Снова все вместе хранители собрались. «Раздобыл я ключ», — говорит он друзьям, — «осталось дверь заветную отыскать. Нужно торопиться нам, время драгоценное потерять боюсь». Вышли хранители на берег, стоят у распутья, а куда идти не знают. Обернулись они смелыми волками, засверкали глазами зоркими и отправились на поиски в разные стороны.